Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Сталик Ханкишиев. Это программа о вкусной и здоровой пище. Посмотрите, какие продукты я сегодня принес. Морковка, лук, курдючное сало, правда, очень мелко порезанное, горох, мясо и рис. Вы угадали, какое блюдо мы будем готовить сегодня? Разумеется, плов. Но посмотрите, пожалуйста, на сцену. Посмотрите на мою кухню. Где казан? Нет казана? Не надо. Потому что сегодня я буду готовить плов, используя многотысячелетний опыт одного народа. Угадали какого? Я говорю о бухарских евреях. О евреях, которые исконно жили именно в Средней Азии. И поэтому, разумеется, точно так же, как узбеки, таджики, другие народы Средней Азии любили плов. Но если это евреи, вы же понимаете, что у них соблюдаются некоторые религиозные традиции. И я говорю не только об ограничениях в питании, я говорю о соблюдении субботы. Вы понимаете, что такое субботний обед в еврейском доме? Это означает, что надо все приготовить загодя, с вечера пятницы, когда еще можно зажигать огонь. А в субботу огня разводить нельзя. Поэтому все горячие блюда для субботнего обеда готовились с пятницы вечера. И за несколько тысяч лет евреи придумали очень оригинальные способы приготовления еды. Один из них – это плов в мешках. Да-да, очень многие коренные жители Средней Азии, я говорю об узбеках, о таджиках, слышали о таком плове. Даже знают его название, говорят халта-плов. Халта, слышите? Русское слово халат происходит от этого слова, но на самом деле оно означает мешок. То есть халта-плов – это плов в мешке. Я вспоминаю этот факт каждый раз, когда ко мне в комментарии приходит кто-нибудь очень хорошо разбирающийся в плове. Обычно такие люди говорят: настоящий плов должен быть только в чугунном казане. Я обескураживаю таких людей с заявлением, что я могу приготовить плов в консервной банке из-под томатной пасты. Я могу приготовить плов вообще без казана. А теперь вы досмотрите до конца эту программу и будете знать, что отвечать умникам. Посмотрите, я режу мясо очень мелкими кубиками. Раскрываю вам секрет. Дело не только в остром ноже. Если мясо будет холодное, либо даже слегка подмороженное, ну, знаете, так, -1, -2, чтобы хрустело, нарезать будет гораздо легче. А у меня, пока к съемке готовились, мясо совсем растаяло. Кстати говоря, я использую сегодня телятину. Можно баранину, можно говядину, можно взять вообще любое мясо. Можно взять хоть курятину. Но мелкая нарезка обязательно. Смотрите внимательно, и вы все поймете, потому что я буду объяснять каждый мой шаг. И теперь все продукты, которые мы заготовили для плова, перемешиваем. Перемешиваем в большой миске. Вы понимаете, да, как готовится обычный плов? В обычном плове сначала обжаривается лук, либо мясо, затем морковь, потом все это очень долго варится, потом добавляют горох, чеснок, перец, то, во что горазд. Рис закладывается в последнюю очередь. Здесь, в этом плове, все закладывается, все смешивается одним разом. Мясо, лук, морковь, горох, курдюк. Мы его заранее порезали настолько мелко, что в готовом плове его никто не обнаружит. Да, у этого плова есть один недостаток, о котором непременно упомянут те, которые очень полюбили выжарки. Здесь, в этом плове, никаких тебе выжарок не будет. Но того курдюка, что мы порезали, явно недостаточно. Я добавлю еще граммов 100 масла. И даже соль, и даже перец. Все закладывается одним разом. Соли сюда пойдет столовая ложка, да еще пол-ложки, не меньше. И черного перца я добавлю половину ложки. Вот никакой зиры. Зиру в этот плов не закладывают. Но зато все очень тщательно необходимо перемешать. Каждый кусочек продукта должен быть облеплен несколькими резинками.
Вы попозже поймете почему. А теперь мы с вами должны поговорить о мешках. О мешках, в которых готовят что бахш, другой бухарско-еврейский плов, что сирканис, так называется плов, который мы готовим сегодня. Вот они, мешочки, в которых мы уже лет 15 или 20 готовим плов. Готовим плов иногда с зеленью, иногда вот такой, с морковкой, с мясом. Поэтому мешочки хоть кипяти, хоть стирай, они уже больше никогда не отстираются и не примут тот первоначальный цвет, какого они были. Моя супруга для сегодняшней программы шила мешочки новые, чистенькие, беленькие. А я их забраковал, потому что ткань на них очень уж тонкая. Этот мешочек будет растягиваться во время приготовления. Мне необходимы мешки очень плотные, очень твердые. Вы видите, из кухонных полотенец сшиты. Вот эти мешки не растянутся. Вот эти мешки удержат все продукты внутри себя. Вы сейчас узнаете, для чего необходимы именно такие мешки. Закатали мешочек вроде носочка и фаршируем его. Накладываем в него все, что мы намесили в этой миске. Вот ложкой это делать неудобно, я вам правду скажу. Сразу, вот давайте сразу. Руки чистые, душа чистая, ну и все, вперед, руками. Этим продуктом в мешочке варится 6 часов, а иногда 8, а иногда 10, а иногда до тех пор, пока гости не придут. Правда, я вам могу сказать, что когда готовишь подобные блюда, гости приходят вовремя. Им скажешь, в час дня приходи. Они все ровно в час дня тут как тут. Ждут, когда им плов подадут. Но в любом случае, этот плов готовится долго. Непродуманные люди могут сказать, что это недостаток. А умные люди скажут, что это достоинство. Потому что плов можно начать готовить загодя. А когда пришли гости, заниматься совсем другими делами. Например, доставать маринованные баклажаны из ведра, нарезать их, спуститься в погреб за огурчиками, разделать курочку, почистить вареную картошку, вареные яйца. Сегодняшний рецепт о другом, но мне здесь кое-что вспомнилось, я не могу утерпеть. Я вам прямо сейчас расскажу. Бухарские евреи к субботнему обеду готовили картошку, морковку целиком и куриные яйца. Вы никогда не поверите. В мантышнице тоже ставили эту мантышницу вечером, и картошка, яйца, морковка тоже стояли на пару до следующего обеда. И вы не представляете себе, насколько вкусными они получались. Белок у куриных яиц получался цвета не то кремового, не то даже цвета кофе с молоком. И картошка, вот картошка тоже, она же белая на разрезе обычно бывает. А здесь получалась такая кремовая, аж коричневатая. Морковь, все это получалось очень своеобразным. Знаете, как мы использовали эти знания с супругой? Вот когда оливье бывает, готовишь? Мы готовили яйца, картошку и морковку именно таким способом. А теперь обратите внимание на нечто очень важное. Видите, как туго я набиваю мешочек? Вот так. И может быть даже еще потуже. Но теперь следующий. Вот в такой широкий мешок укладывать начинку гораздо проще, гораздо удобнее. Но я вас прошу, вы, пожалуйста, этим не соблазняйтесь. Нет, классика именно вот такой размер. 7-8 сантиметров в диаметре. Вот в таких мешках, что сирканис, что бахш, что любой другой плов, получается очень правильно. А этот мешок, попроще его, конечно, начинить. Но и плов в нем получается чуть-чуть не такой. А вот теперь самое сложное. Теперь мешки необходимо правильно завязать. Все, кто меня учили готовить эти блюда, они все говорили примерно то же самое, что говорят, когда готовят узбекский плов. Сколько воды наливать? А на 2 пальца. Как эти пальцы ставить? Вот так или вот так? Никто не объясняет. Вот и с мешками точно так же. Говорят, завяжи так, чтобы 2 пальца осталось. Чьи пальцы? Мой мизинец или большой палец депутата Николая Валуева? Я не знаю. Но я знаю одно, что все зависит от того, какой у вас рис. Да,
Рис бывает разный. Один рис мягкий, впитывает в себя немного воды, а другой рис бывает потверже, и он готов впитать в себя очень много влаги. Чем тверже рис, чем больше влаги он впитывает, тем слабее необходимо завязать мешок. С другой стороны, зависит еще и от времени приготовления. Если вы хотите поесть часов через 5, через 6, но это минимум, это уж абсолютный минимум, тогда, разумеется, надо завязывать послабее. А если вы хотите поесть часов через 12, через 10, тогда завязывать надо потуже. Теперь что получилось? Здесь у меня свободное место, а здесь набито довольно туго. Распределяем так, чтобы мешочек получился равномерно набитым. Ну вот, видите, да, сколько свободного места я оставляю? Мальчики знают, мальчики умеют. И если кто-то думает, что здесь слишком уж немного плова, что в каждом мешочке, ну, примерно так по одной порции, смотрите передачу до конца. Вы, ребята, ошибаетесь. Итак, мешки готовы. Можно варить. И что вы думаете? Здесь нет никаких секретов? Нет. Евреи не тот народ. Секреты есть. Все выдам. Все расскажу. Во-первых, кастрюлю надо взять побольше. Ну, что знает, сколько воды выкипит за ночь? Вы знаете? Я нет, не знаю. Во-вторых, сначала в кастрюлю надо положить чистые тарелки. Да, это вот есть сказка про кашу из топора. А теперь у нас будет плов из чистых тарелок. Объясню, в чем здесь дело. Обычная физика. Мешочки довольно тяжелые. Положим, они осядут на дно. Будут прижаты ко дну. Дно горячее, мешочек ко дну прилипнет. Пригорит, да, варится в воде и пригорает. Верите в такое? А я в такие истории попадал. Поэтому снизу подкладываем тарелки и на эти самые тарелки укладываем мешочки. Разумеется, мешки с рисом должны быть полностью покрыты водой. Можно накрыть крышкой, а когда закипит, убавить. Сделать нагрев такой, чтобы там побулькивало, постукивало. Тарелки будут стучать всю ночь. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. О всех деталях, о всех тонкостях физических процессов, которые будут происходить в этих мешках и в этой кастрюле, а также об истории этого блюда, мы поговорим, когда плов сварится. Теперь, пока плов в мешочках аши-сирканис доваривается, доготавливается, я бы хотел сказать пару слов о физике процесса. Дело в том, что рис готовится не только от нагревания. Рис готовится, то есть видоизменяется, только при контакте с влагой. Он напивается этой влагой при высокой температуре. Так вот, когда мы только отпустили мешочки в воду, разумеется, наружные слои риса очень быстро напились этой воды, распухли и образовали как бы такой клейстерный мешок, сквозь который влага внутрь мешка проходит уже очень медленно. Но внутри каждого мешка содержится довольно много продуктов, которые имеют внутри себя влагу. Посмотрите, как разбухли мешки. Рис из наружных слоев начинает сдавливать внутренность мешка. Мешок не может растянуться. Он жесткий, и каждая опухшая рисинка давит на соседний кусочек продуктов. Из этого соседнего кусочка продуктов, разумеется, выделяется влага, которую выпивает кто? Тот самый рис. То есть этот плов приготовлен на собственных соках. На соках из мяса, из лука, из моркови. Ну, конечно, немного влаги из воды он тоже берет. И вот можете посмотреть, можете заглянуть. Здесь даже какой-то жир вышел наружу. Масло, либо курдючный жир. Это не важно. Но жира внутри стало меньше. И сейчас мы это компенсируем. Вот растительное масло, которое я наливаю в ковшик. Я думаю, что примерно 70-80 мл достаточно. А теперь я жду вопросов. Сталик, если это плов, где чеснок и где перец? Идите сюда. Вот у меня чеснок и вот у меня перец. И сейчас мы введем чеснок и перец в уже готовый плов особым способом.
Этот способ я встречал в Турции, где подобным образом вводят либо перец, либо мяту, чаще всего в супы. Этот способ встречается в Индии. Правда, там таким образом вводят чеснок, имбирь и набор специй в еще только готовящееся блюдо. В карри я не случайно долил в чеснок немного воды и в одну пиалу, та что побольше, добавляю немного острого перца хлопьями. Вода необходима для того, чтобы чеснок при попадании в раскаленное масло не сгорел сразу. Да и перец в раскаленном масле от перегрева почернеет. А вот так, когда есть и пар, и масло, вкусы выделяются из специй, из приправ лучше всего. Ну что, пора вскрывать мешочки? Мне самому очень интересно, что у нас там получилось. Люди, хорошо знакомые с историей бухарского еврейского народа, утверждают, что долгое время бухарские евреи не имели никаких контактов с другими евреями, например, с европейскими. Но мне известно, что в Европе такой способ приготовления риса и других круп тоже был известен. Готовили субботние еврейские блюда – кёлн, хамин, и там крупы точно так же упаковывали в мешки и укладывали в горшок поверх других готовящихся продуктов. Горшок в печь, и в результате крупа всю ночь варится, но не переваривается. Посмотрите на этот рис. Этот рис варился 6 часов. Да, он, конечно, выглядит немного не так, как мы привыкли в традиционном плове, где рис варится от силы 20 минут. Но этот рис имеет совершенно другой вкус. Еще раз напоминаю вам, что он приготовлен только на соке лука, моркови и мяса. Лука, моркови и мяса у нас было довольно много. Вы помните, когда мы закладывали эти продукты в мешки, то казалось, что там риса-то практически и нет. А вот он, разбух, разварился. Поэтому, если правильно подобрать пропорции, не накладывать слишком много мяса, не из экономии, а для того, чтобы плов получился вкуснее, для того, чтобы плов получился лучше. Если правильно подобрать то, насколько туго мы завязываем мешочек, то можно добиться очень хороших результатов. Но это десятилетия опыта. И несмотря на то, что я этот плов готовлю уже больше 30 лет, такой плов именно с этим рисом я готовлю в первый раз. Ко всему необходимо приспособиться. Ко всему необходимо найти правильный подход. А еще, скажите, пожалуйста, вас не удивляет? Было 3 маленьких мешочка. И теперь посмотрите, огромный поднос полный плова. Когда плов выходит из мешка, он как будто бы опухает. Он как будто бы рис разворачивается. Вот. Я говорил, что большой мешок не совсем верный. И видите, здесь эта крахмальная стенка несколько больше получилась. Но внутри все в порядке. А сейчас нам осталось только перемешать и разложить по блюдам. Но еще же чеснок, еще же перчик. Идемте сюда. Итак, вода, перец, чеснок, раскаленное масло. Сейчас будет громкая пыш. И пойдет невероятно вкусный запах. Как это вкусно пахнет. О, невероятно. Идите сюда, идите поближе. Смотрите, как сейчас это масло будет шипеть на рисе. Так откуда же евреи придумали вот этот способ? Почему совершенно разные группы евреев, не контактировавшие друг с другом, разговаривающие на разных языках, которые даже еврейские обряды соблюдали чуточку по-разному? Откуда же у них общий кулинарный прием? Совершенно очевидно, что кулинарный прием имеет историю еще с тех пор, как евреи были изгнаны из территории Израиля почти что 2000 лет назад. То есть мы готовим еду, которая в чем-то похожа на то, как готовили евреи еще до Рождества Христова. Я слышал легенду, гипотезу, которая лично мне кажется достаточно правдоподобной, что во время очень трудных лет, когда евреи работали на строительстве египетских пирамид, ну если так было на самом деле, у них отобрали котлы, отобрали казаны, отдали один большой и сказали: готовьте все в одном.
То есть, понимаете, множество семейств готовят в одном казане. А семья – это то, что собирается вокруг одного казана. Семья должна есть свою еду. И тогда еврейские женщины придумали вот какой способ. Каждая от своей юбки отрезала понемногу ткани, сшила мешочек, и свои продукты каждая женщина заворачивала в мешочек и опускала в общий котел. А потом доставали, и вот, пожалуйста, готовая еда, и знаешь, что это то, что твоя семья должна кушать. Но мы сегодня пошли дальше. Часть ребят из съемочной группы ест острое, ест перчик, а кто-то острое не ест. Но ведь плов с чесноком все любят, поэтому меньшая часть у нас исключительно чесночная, а бухарские евреи, по крайней мере в тот период времени, когда я знакомился с их национальными блюдами, когда мы еще жили все вместе в одной стране, готовили именно так, только с чесноком. Перец – это моя импровизация. Впрочем, я уверен, что подобным образом в пловы и в пловоподобные блюда можно вводить набор любых других специй. Не только чеснок, и имбирь, и хоть карри, и хоть что угодно. Любой набор специй, любой набор приправ, зелень свежую можно собрать в одном месте, сделать вот такую кашицу, как мы сейчас, и полить готовый плов, либо какое-то другое блюдо. Получится очень вкусно и очень ароматно. Не случайно этот способ распространился в том числе и в Турции. Ну а теперь плов с перцем. Надо ли говорить, что за исключением перца и чеснока, в целом эти блюда довольно диетические. В отличие от традиционного плова, который бухарские евреи, разумеется, тоже готовили. Но то, что мы говорим узбекский плов, то, как готовят плов и в Таджикистане, и по всей Средней Азии, они тоже готовили. Но помимо вот этого традиционного плова, готовили еще и пловы мешочные, которые я, как только с ними познакомился, очень полюбил. Расспрашивал, как же вы их готовите, записывали рецепты в тетрадки, изучали опыт разных семей, разных женщин, потому что в каждой семье готовили по-своему. Но в результате, когда я поделился рецептом бухарско-еврейского плова бахш в интернете, этот плов приобрел стремительную популярность. Надеюсь, что и сегодняшний плов аш серканис тоже вам очень полюбится. Вы знаете, сколько риса пошло на вот эти два огромных блюда? Только полкилограмма. Покажите мне кто-нибудь еще такой результат. А лучше не показывайте. Лучше возьмите и попробуйте приготовить сами. Не бойтесь ничего. Мешочки не продаются. Мешочки каждая женщина должна шить сама. А если у тебя парень, жена такая, что и мешочка сшить не умеет, ну бери и шей сам. Приятного вам аппетита! Вечно молодым, потому что здесь всегда строится что-то новое, и от этого он становится еще прекраснее. Но еще прекраснее люди, которые живут в Баку и которые живут в Азербайджане. Азербайджан в очередной раз приглашает гостей. Весной 2022 года в Азербайджане будет проводиться замечательный кулинарный фестиваль. А кулинарные блогеры, достигшие определенных успехов,